Всем привет, друзья! Сегодня я хочу посмотреть разницу и сравнить с другими брендами мультифункциональный антифриз Syntec. Он так и называется — мультифриз. Производители утверждают, что данный продукт может использоваться во всех двигателях и любого года выпуска. Сравним его с монопрофильными антифризами и решим для себя, а так ли он хорош. В сравнении также примут участие антифриз Coolstream, который предназначен для японских и корейских автомобилей. Далее идет концентрат от Liqui-Moly, который я уже разбавил, так как заливал его для себя. Это остатки остались. Такая же история и с красным антифризом от Liqui. У него классификация G12+. Далее идет Syntec G12 и наш сегодняшний герой. Я подготовил алюминиевые пластины, а также медные шайбы. Посмотрим, будет ли какой-то налет или что-то похожее. Также посмотрим реакцию, которая может появиться на резиновых трубках. Алюминий я предварительно немного подточил с одной стороны, чтобы убрать старый верхний слой. То же самое я проделал и с медными шайбами, только с одной стороны, с одного бока, для наглядности. Так же, как и в сравнении с маслом, я наливаю равный объем жидкости в стакан, все записываю и в конце посмотрим разницу в испаряемости. Также я решил проверить, замерзнет ли антифриз при минус 30. Чисто ради интереса отправляю в морозильную камеру образцы, и мы переходим к тесту на кипение. Сравнение производится поочередно в равных условиях. Конечно, я не исключаю, что измеритель температуры у меня не совсем точный, но он используется один и тот же, так что показатели именно в этом сравнении, я думаю, будут актуальными и корректными. Этот тест я решил производить в течение 5 минут, после чего я замерю разницу в испарении. Конечно, это не важный параметр, но мне лично интересно. Я надеюсь, что разница будет. Температура кипения так уж точно. По завершению данного сравнения показываю вам таблицу. Итак, смотрите, Coolstream при атмосферном давлении начал процесс кипения уже при 87 градусов. Это я считаю с того момента, как появились первые пузырьки. И, кстати, я теперь точно уверен, что этот градусник не точный, и он немного преуменьшает температуру. И кипеть он начал на 2 минутах 50 секунд. Далее началось активное кипение на 103,2 градуса. И максимальная достигнутая температура в конце 5 минут была 108,6 градусов. Далее синий Liqui-Moly начал выделять пузырьки при температуре 93 градуса по Цельсию. И это произошло на 3 минутах 20 секундах. Активно он начал кипеть при температуре 105 градусов. И в конце 5 минутки эта температура достигла 107,3 градуса. Красный Liqui начал кипеть при 80, хотя разводил я его точно так же, как и синий антифриз, 1 к 1. Видимо, не в этом причина. И он начал кипеть на 2 минутах 36 секундах. Активное кипение началось на 98 градусов. И далее температура достигла 106,6 градусов. Наш сегодняшний герой, мультифриз, начал кипеть при 90 на 3 минутах 20 секундах, как и Liqui. Активный процесс начался на 100 градусах и в конце 5 минутки составил ровно 107. Как видите, разница есть. Мультифриз показал почти одну и ту же температуру, что и Liqui-Moly. Я думаю, это неплохой результат. Далее я взвесил стаканы, но потеря в испаряемости была практически идентичная, поэтому мы это не будем учитывать и обсуждать. Далее для полной имитации я отправил все жидкости в морозильную камеру на сутки и потом снова на плитку. Посмотрим, а выделяют ли наши качественные продукты газы, которые горят. К счастью, все оказалось нормально, ни один из образцов не загорелся. После некоторого времени кипячения наши стаканы снова отправляются для заморозки. Данную процедуру я еще раз повторил и надеюсь, сейчас мы увидим результат. Кстати, то, что я морозил в пробирках антифриз, это тоже была пустая трата времени. Все остались жидкими и равными по текучести. Сейчас посмотрим, есть ли что-то на меди и на алюминии. Образовался визуально видимый налет на алюминиевой пластине от антифриза Liqui-Moly G12+, и на обычном G12 от Syntec. Честно, неожиданно для меня и не совсем понятно. Эти классы антифризов должны содержать вещества, которые, по идее, защищают алюминий. Возможно, что оксидная пленка на алюминиевой пластине стала более толще, и это мы сейчас и наблюдаем.
Кто-то, конечно, может сказать, что был контакт разнородных металлов, алюминия и меди. Да, это, конечно, было, но это было во всех стаканах абсолютно. То есть там нету места в стакане, чтобы пластинка и медная шайба лежали неподалеку друг от друга. Они обязательно будут иметь контакт. Coolstream, кстати, это единственный антифриз, который изготовлен по лабридной технологии. Такой антифриз имеет дополнительную защиту от коррозии и кавитации алюминиевых деталей. Также такие антифризы имеют повышенную температуру кипения. Мы это, кстати, наблюдали ранее. Алюминиевая пластина от этого антифриза сохранила изначальный вид. То же самое касается синего антифриза Liquimoli и мультифриза от Синтека. Все пластины, кроме двух, не изменились. На медных шайбах не видно никаких изменений, так же как и на резиновой трубке. Позже я обточил один край шайбы и ничего не обнаружил. Внешний вид одинаков, то есть никаких воздействий на медь не было. По цене давайте тоже добавим значение и посмотрим снова в таблицу. Стоимость будет озвучена за 1 литр готового продукта. Надо учесть, что 2 представленных Liquimoli продаются концентратом. То есть стоимость 1 литра я разделю пополам, чтобы было более честно. Итак, Coolstream у нас оказывается самым дорогим. Ценник я брал на одном и том же сайте, и он носит только сравнительный характер, и он не является точным. Цена за литр 390 рублей. Но, как показывают прошлые мои сравнения масел и фильтров, очень часто самый дорогой продукт оказывается также и лучшим по характеристикам. И не забываем, что Coolstream изготовлен по современной лабридной технологии, а это большой плюс в копилку. Далее идет красный Liquimoli G12+, он не сильно отстал. Литр готовой жидкости будет стоить 375 рублей. Хотя тоже не надо забывать, что дистиллированная вода тоже стоит денег. Так что, думаю, Liqui приравняется с Coolstream после покупки воды. Синий Liqui обойдется в 350 рублей. Синтек оказывается самым дешевым, что один, что другой. Так что в соотношении цена-качество, думаю, мультифриз занимает неплохую позицию. Осталось только узнать, как он работает в реальных условиях. И все-таки меня немного мучают сомнения по поводу потемнения двух пластин. А может быть такое, что естественная оксидная защитная пленка алюминия не была более усилена, как я подумал ранее, а наоборот она была разрушена повышенной щелочностью антифриза. Быть может, контакт металлов дал такую реакцию именно в этих жидкостях. Напишите, пожалуйста, свое мнение. Я думаю, что меня смотрят люди с углубленными знаниями в химии. Ваш вердикт будет очень ценен не только для меня, но и для всех зрителей. Также я буду очень благодарен вашим отзывам от использования этих антифризов. Быть может, конкретно ваш комментарий поможет другим определиться с покупкой. Подпишитесь и нажмите на колокольчик для моментального уведомления о новом выпуске, если вы это еще не сделали. Также не забудьте поставить оценку. Вам не сильно сложно, а мне очень приятно. Если подобное видео окажется интересным для вас, то в скором времени обязательно будет более расширенное продолжение. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. Увидимся в комментариях. Всем пока.